Всем привет! Вы на канале Основы ремонта, и сегодня моя любимая тема — это шпаклевка. Я решил сегодня поближе вам показать, как происходит процесс перенесения шпаклевки из ведра на шпатель, со шпателя на стену. Ну и прежде чем начнем, давайте вкратце по шпателям пробежимся. Вот эти два основных инструмента, которыми можно сделать любую работу, то есть пошпаклевать все стены, все откосы, все можно этими двумя инструментами сделать. Это шпатель крафтуловский. Его многие называют фасадным шпателем, но я им работаю на внутрянке. И вот такой кнауфовский 150 маленький шпатель, которым я в принципе наношу шпаклевку из ведра на шпатель и потом на стену. Еще существуют вот такими шпателями люди работают, но я это за шпатель вообще как бы не признаю. Я им работаю только для того, чтобы пощищать что-то стен, поубирать мусор с пола, вот и все. Ну, когда-то давно, может лет 10 назад, я еще таким шпателем работал, сейчас он только для таких всяких черновых работ. Вот такой гладилкой люди работают. Ну, я ей, в принципе, не люблю работать, но мне неудобно. У нас же как? Нам главное получить результат. А каким инструментом вы будете работать, это уже ваше дело. Но я бы не рекомендовал привыкать такой гладилки. Намного проще, удобнее работать шпателями. Почему мой выбор пал именно на вот этот шпатель? Я им уже очень давно работаю. Все очень просто. Вот это классический шпатель для финишной шпаклевки. Вот смотрите разницу в лезвии, в ширине лезвия. Вот это лезвие у нас 4,5 сантиметра, а здесь лезвие у нас 8 сантиметров, почти в 2 раза шире. Что это нам дает? Это нам дает то, что мы сюда можем просто на вот это лезвие наложить побольше шпаклевки для того, чтобы протянуть сразу с пола до максимума вашего роста. На этот шпатель вы, соответственно, много шпаклевки не нанесете. Он тоже уже у меня старый, я когда-то им давно работал, но сейчас он уже в нерабочем состоянии. Поэтому основные шпателя — это вот крафтуловский, 450 мм его длина, ну и 600 шпателем на больших объемах я работаю. Ну, лучше привыкайте сразу работать вот такими большими шпателями, потому что привыкните к маленькому, потом будет очень сложно вам переходить на большой. Много я всяких отделочников видел, работал с людьми, все-таки за 16 лет много чего повидал. У меня есть один товарищ, уже мужику 50 лет, вот он работает 35-м шпателем, 30-кой точнее, 30-кой шпателем, и 45-м он работать до сих пор не научился. Он говорит, ну неудобно мне и все. Поэтому не привыкайте к маленьким шпателям. Маленьким шпателем нельзя сделать ровно. Чем шире шпатель, тем будет стена ровнее. Вот может вы когда-нибудь видели видео по механизированной шпаклевке. Там ребята работают вообще 800-ми, метровыми, может даже и больше шпателями. Но там немножко процесс другой, там шпаклевка наносится с аппарата на стену и большим шпателем, уже широким, все это стягивается. Но чем шире шпатель, тем ровнее получится стена. Точно так же, как и правилом. Вот вы же, когда штукатурите стену, вы же не штукатурите метровым правилом. Штукатурите 1,5-2 метра правила, вытягиваете сразу большую плоскость. Точно так же работает и шпатель. Вот эти два основные, которыми можно сделать, в принципе, любую работу. И вот нужно вам будет маленький шпатель, 2 или 3, где-то в труднодоступных узеньких местах, где-то вам подлезть. Конечно, у меня есть все шпателя разнокалиберные, от мала до велика, но основные два это вот. Бывает такое, что за объект, за квартиру я другими шпателями вообще даже не пользуюсь, только этими. В плане шпаклевки работаю я шитроком и Витонит LR+, я дальше вам покажу, как выглядит мешок. Шитроком я шпаклюю потолки, ну не обязательно потолки, все, что под покраску, я шпаклюю шитроком на 2 слоя. Что касается потолков, я никогда не шпаклюю 3-4 раза, 2 раз вот так достаточно. Если вы ровно повесили гипсокартон, заделали хорошо стыки от саморезов, вот эти вот отверстия, шляпки от саморезов, то 2 раз пошпаклевать с головой под покраску хватает. Что касается стен, я никогда не делаю штукатурку, не глинцую ее. Это просто потеря времени. Проще всего поштукатурить, потом на раз протянул шпаклевкой, шлифанул, и уже стена будет идеальна. Сейчас я вам покажу
Вот на гипсокартоне, как я шпаклюю. Ну, почему на гипсокартоне? Ну, просто здесь будет лучше видно. Он зеленого цвета, будет хорошо видно и понятно. А так, допустим, если стены под обои, у меня здесь стена будет под обои. Если белый гипсокартон, не обязательно его шпаклевать. Этого достаточно. Заделать швы, заделать шляпки от саморезов и поклеить обои. Качество подготовки такой стены под обои будет достаточно. Я же буду шпаклевать зеленый гипсокартон для того, чтобы, бывает такое, вы никогда не знаете, какие вам обои попадут. И в моей жизни, в моей практике было такое, что вот эта зелень пробивала через обои. Только для этого я шпаклюю, для того, чтобы забелить вот этот зеленый цвет влагостойкого гипсокартона. Все, больше никаких задач от шпаклевки здесь не требуется. Если же под покраску, то даже если это гипсокартон, обязательно я шпаклюю 2 раза, тоже сразу финишем. Шитроком я шпаклюю всегда под покраску, без каких-то промежуточных слоев там шпаклевки, сразу все делается, и первый, второй слой, сразу шитрок. Есть другие разные шпаклевки, я работал эрудон пастой и семином. Тот же самый витонит, есть тоже готовая полимерная шпаклевка, но мой выбор пал, я уже давно работаю именно с шитроком, сейчас хотя Dana Gips его выпускает. Но мне нравится, в принципе, как шпаклевка наносится, как она ложится, как она потом шлифуется. Если, допустим, мы сравниваем с Rodband пастой, вы замучаетесь ее шлифовать. Ну, в общем, это мой выбор. Вы можете выбирать любую шпаклевку, которая вам нравится, хоть гипсовая, хоть полимерная. Нам главное получить результат. Итак, первым делом мы с маленького шпателя вот таким движением переносим шпаклевку на большой. И вот сейчас внимательно смотрим, как происходит перенесение. Вот таким вот образом. Мы постепенно наклоняем шпатель и выкладываем шпаклевку на стену. Постоянно не забываем снимать со шпателя и перекладывать, подлаживать туда, где мало шпаклевки. Вот видите, такие как бы выемки получаются. Это значит, что здесь ямочка, здесь не хватает у нас шпаклевки. Сразу не старайтесь выгладить все в ноль. Нужно сначала нанести шпаклевочку, и потом мы уже будем ее разглаживать. Чтобы она не пересыхала, не забываем, что перед тем, как шпаклевать, нужно очень хорошо прогрунтовать стену. Вот видите, вот медленно я вам показал, то есть постепенно доворачиваю шпатель и переношу шпаклевку на стену. И сейчас, когда мы ее нанесли, уже можно все это будет сгладить. Держу шпатель по-китайски, ну просто чтобы не загораживать камеру, чтобы вам было хорошо все видно. Если вы подходите к углу, то есть это или стены угол, или примыкание к потолку, желательно сначала отвестись от этих углов, а потом уже шпаклевать плоскость. Углы все точно так же. Сначала наносим шпаклевку и от угла точно таким же движением с доворотом шпателя наносим шпаклевку. Ну, дальше я звук отключу, просто посмотрите, как это все происходит.
Ну и чтобы убрать все сомнения этих диванных экспертов, диванных мастеров, я вам сейчас близко покажу, что получается с первого слоя. Вот на просвет моя стена. Ее даже особо и шлифовать уже не надо. Я очень легко пройдусь наждачкой здесь, и будет уже все ровно. Сейчас еще фонарь подставлю. Я думаю, что видно, что нет никаких полос, нет никакой гребенки. Стенка просто идеальная. Ну, фонарик, я думаю, хорошо глянец показывает. Ну, здесь порядка 4 квадратов, вот эта стенка. Ну, сами видели, за сколько это можно все зашпаклевать. Это занимает ровно 5 минут. Если какие-то большие объемы, 100 квадратов в день, я спокойно делаю, без особого напряга. Поэтому тренируйтесь, все у вас получится. Сейчас еще покажу поближе, как я от угла отвожусь. Может быть, кому-то будет полезна эта информация. Шпаклевку точно так же наносим. И точно так же приставляем его точно в угол. И с доворотом поворачиваем шпатель, переносим шпаклевку на стену. Посмотрите это видео до конца. Я вам еще маленький секретик расскажу по поводу углов. После того, как я нанес, я всегда стягиваю угол вертикально, сверху вниз или снизу вверх. И таким образом нам вот здесь покажет, где мало шпаклевки, где еще нужно будет добавить. Тоже вы увидите какие-то кратеры. Кратер — это значит, что не хватает там шпаклевки. Туда нужно шпаклевку еще подложить. Если шпаклевка попадает на соседнюю стену, можно ее сразу снять, можно сразу не снимать, подождать, потом это все чистится или шпателем, или теркой сотрете. Здесь у меня лента приклеена, то есть уже предварительно я его немножко подровнял. Итак, маленький секретик, кто не знает, что касается углов, как их сделать сразу хорошо, идеально. Никогда не пытайтесь шпаклевать сразу 2 стены одного угла. Пошпаклевали эту стену и стараются сразу по-свежему вот этот угол вывести. Но это может быть, если вы не специалист, это может длиться бесконечно. То вы залезете на эту стену, потом будете поправлять, то вы потом шпаклевкой залезете на соседнюю стену. И будете постоянно вот это вот метаться с угла в угол. Поэтому, как это делаю я? Я всегда планирую работу. То есть я пришел, посмотрел, какие у меня стены есть, какие углы, и делаю все постепенно. Допустим, я сейчас отшпаклевал вот эту стену, дальше я не стараюсь сразу отшпаклевать вот этот угол. Я перехожу на соседнюю стену. То есть шпаклюю постепенно. Одну стенку шпаклевал, противоположную. Пока это высохло, когда уже вот эта стенка высохнет, и по сухому намного проще будет здесь тянуть шпателем. Вы уже не повредите вот этот угол. Вы уже будете работать по сухому. Выбирайте, то есть планируйте работу так, чтобы вы не цепляли соседние углы стен. Отшпаклевали сегодня одни стены, на следующий день пришли другие стены зашпаклевали. И тогда в таком случае углы у вас, вы не будете мучиться с углами, все у вас получится ровненько и красиво, и идеально, и шикарно. На сегодня у меня все. Как всегда, по традиции, с вас лайк. Всем спасибо, всем пока, скоро увидимся. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off.